День 1601. Алекс на связи. Основной проблемой и самым важным элементом системы умного дома является, конечно, это определение людей, наличие людей в квартире или в доме. Потому что в зависимости от этого, конечно, определяется, какие сценарии выполнять, нужно ли включать свет, нужно ли управлять обогревом или климатом. И, конечно, способов определения присутствия людей, их не так уж много, и они не все очень простые и обладают разной степенью точности. Я попробовал очень много разных способов, разных сценариев. Некоторые все еще используют, некоторых уже отказался. Ну, конечно, самое важное, наверное, это определить, сколько людей присутствует. Ну, и вообще желательно, конечно, определить даже, кто присутствует. И тогда уже можно будет сделать какой-то сценарий для конкретного человека. То есть он, конечно, один человек не может находиться одновременно в разных местах, допустим, дома или квартиры. Соответственно, можно понимать, если он находится в одной комнате, то, соответственно, там можно какие-то сценарии выполнять и, например, включать свет или какие-то другие действия делать. А в других комнатах, соответственно, там, конечно, можно будет все просто выключить и, соответственно, и, допустим, температуру поддерживать какую-то другую. Но у некоторых получается, конечно, находиться в нескольких местах, которые любят перемещаться по квартире или по дому, ходить в разные комнаты, включать везде свет и забывать его выключать. То есть такие тоже бывают, и, конечно, умный дом может помочь и эту ситуацию исправить. Если в умном доме находится несколько человек, то это, конечно, становится гораздо сложнее, как отследить, кто где находится и какие сценарии применять. И иногда важно, например, чтобы в одной комнате, там, где находится один человек, были одни сценарии, там играла одна музыка или горел какой-то свет, и какие-то устройства работали, а в другой комнате совсем все было другое. И, конечно, хотелось бы определять вообще, кто конкретно где находится, и, соответственно, выполнять соответствующие сценарии для этого случая. Я использовал разные способы определения. Например, самый простой, конечно, и самый очевидный – это привязываться к телефону. То есть, понимаю, например, что такой-то телефон подключен к Wi-Fi и, соответственно, по IP-адресу или по каким-то другим параметрам телефона определять, кто конкретно находится сейчас в этой Wi-Fi сети. И на основании этого можно понять, кто в квартире, кто не в квартире и какие действия нужно сделать. Но, конечно, здесь проблема очевидная. Это то, что не всегда может быть Wi-Fi включен. То есть, может быть специально, может быть и случайно его не включили. И, соответственно, конечно, таким образом определить, что этот телефон и этот человек находится дома, уже будет сложно. В целом, конечно, и определить, есть кто дома или нет, можно гораздо проще. Просто отслеживать, какие датчики срабатывают, например, датчики движения какие-то срабатывают. Очевидно, что если нет домашних животных, то это значит человек присутствует, и можно где-то пометить в системе умного дома, что человек сейчас находится внутри, и сделать соответствующие сценарии, уже связанные с этим. Ну и также, например, использование выключателей. Понятно, что животные, скорее всего, не умеют использовать выключатели. И если какие-то двери открываются или выключатели включаются, то можно, конечно, понять, что это делают люди, и таким образом тоже отметить в системе умного дома. Но вообще самым, наверное, таким способом будет, конечно, какой-нибудь датчик присутствия. Но датчики присутствия, они на самом деле, может быть, даже еще в какой-то мере хуже, чем датчики движения, потому что они фактически реагируют на разные виды движения, могут среагировать на какое-то устройство, которое движется, и просто отражает микроволновое излучение. И, конечно, это тоже будет не очень удобно.
когда система умного дома, например, заметит какое-то движение, причем оно может быть даже быть и за стеной, и у соседей, например. И если он сработает и включит режим, что кто-то есть дома, и начнет там, не знаю, охлаждать, включать кондиционер, включать разные устройства, это тоже будет не очень правильным, и совсем вся система может запутаться. Вот. Но если, конечно, она уже определила вполне достоверно, что человек находится внутри, то можно отслеживать, например, как делаю я, что входная дверь открыта или открывалась или не открывалась, и на основании этого понимать, что если она не открывалась, то, конечно, никто не сможет выйти как-то по-другому, и, соответственно, можно какие-то сценарии не переключать в режим отсутствия людей. Очень интересным решением было использовать веб-камеры для распознавания присутствия людей. Конечно, если человек находится далеко от камеры, то она его может и не увидеть даже, но и даже движение определить вряд ли сможет. Но если подойти достаточно близко, то она, конечно, во-первых, понимает, что есть движение, и это отправляет как триггер в систему умного дома. Но и во многих камерах сейчас тоже есть, даже в дешевых, функция определения людей. И если человек достаточно близко находится и чем-то не скрыт, то, конечно, она тоже может его подсветить как что обнаружен человек и передать это в систему умного дома. Ну и дальше, соответственно, конечно, можно использовать разные сценарии отслеживания, что человек не вышел, и, конечно, соответствующие действия предпринимать в работе сценариев. Ну, как аналог Wi-Fi и других соединений можно использовать и, например, просто геолокацию. У меня сейчас так сделано, что на телефонах установлена программка, которая отслеживает местоположение. И, в принципе, с некоторой погрешностью, там, метров 250-200, она, конечно, может определять, что человек находится в доме. Но это будет удобно, если только это совсем действительно человек уходит далеко. А если он сходил в магазин, соседний ушел или еще куда-то вышел не очень далеко, то может ошибаться, и, соответственно, режимы не будут переключаться и будут поддерживаться все сценарии, как будто человек присутствует. Но это тоже, в принципе, не так страшно, то есть это можно, в принципе, использовать, и если совсем ушел человек далеко или уехал, то, конечно, точно определиться, и с этим проблем уже с точностью не будет. Ну, есть разные инфисиметки, которые позволяют тоже отслеживать положение людей. Для этого нужно использовать, правда, еще дополнительные компоненты, которые работают по BLE и позволяют отслеживать эти метки. Возможно, это не очень удобно, но, в принципе, я так пробовал. У меня используется, правда, не метка, а фитнес-трекер, который работает по BLE. И, конечно, в принципе, определяется, ну, есть некоторая задержка в определении, то есть не сразу появляется устройство в системе умного дома, потому что, видимо, вот это соединение происходит не так часто, но, в принципе, довольно оперативно, и в каких-то сценариях это тоже можно будет использовать. Но опять же, если человек, допустим, забыл устройство, то, конечно, будет показывать, что человек находится дома, а на самом деле он уже ушел. Ну и, конечно, самым универсальным, наверное, все-таки будет датчик присутствия. Их можно разместить довольно много. По инструкции их вообще рекомендуется ставить очень близко к человеку. Например, если человек спит, то нужно поставить датчик либо над человеком, либо рядом с человеком, либо вообще под кровать, например, установить. Конечно, вроде кажется, что это микроволновое излучение, это плохо, но на самом деле мощность у него не очень большая. В принципе, все эти датчики, они где-то потребляют 20 миллиампер, поэтому это вообще не критично, это очень мало. Соответственно, они и не могут нормально и сильно кого-то облучить. Вот. И из-за этого, конечно,
Тоже это не так страшно, и можно действительно это использовать и в сценариях, но, во-первых, датчики не очень дешевые, во-вторых, они, конечно, надо их так устанавливать, чтобы они не замечали какие-то другие движения там за стенами, то есть это нужно будет очень тщательно тоже подбирать это расположение, потому что у меня, например, датчик стоит на кухне, датчик присутствия, но он даже замечает в соседней комнате, если там я, например, открываю дверь, он эту дверь видит и на нее реагирует, что не очень удобно и иногда очень странно выглядит, когда причем это дверь шкафа, то есть когда я открываю дверь шкафа, то у меня включается свет в соседней комнате, это как-то вроде неправильно, но обойти это практически невозможно, потому что этот датчик он достаточно имеет широкий угол обзора, и дальность у него большая, и даже если ее ограничивать, все равно он это будет так или иначе замечать, и есть некоторая погрешность в определении расстояния. Например, если я использовал датчик Туя, там эта погрешность скачет там, в районе метра, то есть метр больше, метр меньше, и, соответственно, конечно, это в сценарии таком точном определить, что там 2 метра и дальше не определять, это уже не получится. Ну и вообще, конечно, из-за всяких разных ограничений чаще всего приходится подстраиваться под автоматизацию. То есть нужно все равно понимать, что система не может все понять, все обнаружить, среагировать правильно, оперативно, быстро. И поэтому даже когда там открывается дверь или включается свет, все это, или какой-то датчик открытия двери срабатывает, все это тоже работает с некоторой задержкой, и нужно точно соблюдать последовательность всех действий. И, наверное, самым простым способом будет, конечно, просто установить, как раньше делали, установить выключатель дома, вне дома, и просто когда люди уходят, этот выключатель переводить в режим вне дома, и тогда система точно будет понимать, что никого нет, и будет работать всегда правильно.